Как там говорится, готовь сани с лета. И вот я готовлюсь к зимним походам. И что вы думаете у меня в руке? Это парафиновый теплоаккумулятор. Вчера я его сделала. Залила парафин в баночку консервную. А в баночке прорезается отверстие именно со стороны дна, а не со стороны верха. Потому что только тогда крышка будет одеваться. Если, например, прорезать с этой стороны, то крышка не будет подходить и придется покупать что-то специальное. Вот, а такие крышки у всех есть. Залила парафином. Здесь фитиль из гофрированного картона. И мое дополнение – это алюминиевые вставки. Сегодня буду экспериментировать. Попробую первый раз поджечь. Как он делается? Это берется консервная банка под обычных консерв, но вырезается не сверху, как мы привыкли, а со дна. Потом делается фитиль из гофрированного картона. Такая конструкция была подсмотрена мною в интернете, но есть некоторое добавление. К этой конструкции добавлена алюминиевая. Сейчас я покажу. Так, складываем. Вот так вот. Алюминиевая такая штучка. Такая алюминиевая штучка. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы парафин быстро нагревался по всей площади. То есть нагревание, чтобы шло не просто от верха вниз, а сразу вот эта алюминиевая проволока будет вести тепло сразу на дно банки. И парафин будет плавиться равномерно. Именно для этого придуман этот алюминиевый теплопроводник. Так, теперь нужно его ставить обратно. Как видите, алюминиевые вот эти скобы располагаются вдоль. Вот примерно так это все выглядит. Теперь нужно расплавить парафин и залить эту емкость. Так, аккуратненько берем, чтобы конструкцию не перевернуть. И заливаем в нашу баночку. Вот эту. Все там видно? Угу. Так, грязь не будем заливать. Так, почти готова следующая партия парафина. Сейчас мы выльем, а потом заново поставим. Так, опаньки. Опаньки. Так, опа. Так, пробуем поджигать. Ну, в принципе, я думаю, оно и так разгорится. Для того, чтобы запустить работу этого теплоаккумулятора, нам нужно расплавить парафин. Я подумала, зачем даром плавить парафин, если в это время можно что-то на этом теплоаккумуляторе приготовить. То есть использовать его не только как аккумулятор, но и как горелку, как очаг. Опять не буду ничего изобретать сложного. Просто пожарю яйцо. Угу. Как всегда, коптилка. Разбиваем яйцо. Моментально нагрелась. Уже парафин расплавился, в принципе. Но яйцо, можно сказать, готово. Сейчас буду тушить. Отставляем. И теперь нам эту конструкцию нужно затушить.
И, конечно, я не буду конструкцию тушить, как я делала вчера с помощью воды. Тушила масляную горелку. Парафин вспыхнет еще страшнее. И так экспериментировать, конечно, я не буду. Я лучше затушу вот таким образом. Но сразу не надо убирать камень. Подождем. Если убрать сразу, то может снова воспламениться. Ну, хотя уже не воспламеняется. Но еще подержим. Все, думаю, уже не будет гореть. И вот эта простая конструкция, доступная абсолютно для любого человека. Любой человек может сделать данный тепловой аккумулятор в домашних условиях. И потом, но опять же, я это не проверяла, по информации в интернете, такой аккумулятор будет работать около 4 часов. Именно при переходе парафина из жидкого состояния в твердое выделяется огромное количество тепла. Этот аккумулятор можно ложить с собой в спальник, заворачивать в одежду и зимой таким образом в походных условиях греться. Как видите, аккумулятор очень компактный, небольшой, он не тяжелый. Можно сделать себе в поход парочку таких парафиновых аккумуляторов. Расплавили парафин, процесс запущен. Тестировать серьезно данный аккумулятор я буду зимой, когда будет холодно, когда это будет актуально и когда мне будет хотеться когда мне будет хотеться дополнительного тепла в спальнике и так далее. Вчера, когда я его сделала, то есть растопила парафин, залила, я даже не накрывала его крышкой и оставила его здесь остывать. Вернулась через несколько часов. Баночка была горячей. То есть система работает. И сейчас она очень горячая. Более подробная информация об этом тепловом аккумуляторе поступит от меня зимой, когда я протестирую уже непосредственно в полевых условиях. Пока такой необходимости нет тестировать его. Но заранее я хотела уже попробовать сделать, чтобы знать, как оно работает. Забыла еще. Данный тепловой аккумулятор, парафиновый тепловой аккумулятор, можно использовать неоднократно. Его можно использовать не один десяток раз. Вот таким образом нагревать. Потом парафин снова застывает, отдает свое тепло. В следующий раз можно опять его нагревать. Он снова застывает, снова отдает свое тепло. И это многоразовое устройство. На этом все. С вами была Татьяна Гордеева. Всем пока.